Сегодня будем разбирать вот такой перфоратор. А именно, хочу прозвонить статор. Видео уже я показывал с якорем, я его прозванивал, а статор, в общем, нет. И вот сегодня начнем. Что для этого нужно сделать? Нужно добраться, в общем, до электрики. Для этого нужно корпус электрики отсоединить от корпуса механики. Что мы сейчас и начнем. И вот начинаем мы с ручки. То есть с кнопки. Кнопка у меня уже удалена. Начинаем мы откручивать вот эту часть. То есть надо добраться до щеток. И начинаем выкручивать. Можно, конечно, шуруповертом откручивать, но мне с отверточкой удобно. Соединяем. Вот, значит, я открыл. Смотрим, что здесь. Чтобы нам добраться до электрики, нам нужно наш якорь освободить. А вот здесь вот у нас, видите, вот это реверс. Вот они, наши щеточки. Ни в коем случае при щетках, когда они опущены, то есть пружинками поджаты, нельзя вытаскивать якорь. Исцарапаете весь коллектор. В общем, мы берем вот пружинку щетки и вот так вот ее смещаем. То есть раз и убрали щеточку. Она не хочет убираться. Вот убрали. Все. Теперь все. Теперь наш якорь свободный, коллектор. На него ничто никакие силы не действуют. В общем, ничего не давит, не сдавливает. Теперь нам нужно снять наш реверс. Вот видите? Это сразу он и щеткодержатель. Тут и щетки расположены, и щеткодержатели. Мы его уберем, и он нам не будет мешать. И отсоединим все лишнее. Значит, ставим, вот оно положение, то есть вправо, влево. Ставим в среднее положение, то есть не туда и не сюда. Просто, чтобы он в висячем положении был, в нейтральном. И начинаем его так тянуть. И вот таким движением снимаем в нейтральном положении, без фиксации. Что делаем теперь? Так, теперь смотрим. Вот они, наши провода. Значит, это идет к кнопке, вот эти два провода. То есть это силовые получаются у нас. Ну, это не суть важно. В общем, мы их тоже отключаем. Этот. Вот он, наш реверс еще. Вот они, пластины контактов. Так. Тут нам их тоже надо убрать. То есть они, вот они соединяются. Вот одна тоже в статор идет. Все. Отсоединили один. И вот он, второй контактик реверса. Тоже его отсоединяем. Соединяем второй. Ну вот кладу, как вот он стоял. Так. Все, вот они наши. В принципе, можно даже сейчас не разбирать. Просто взять и прозвонить его. И он прозвонится. Но опять же, я не доберусь до корпуса якоря. Ну, хотя доберусь, но все равно надо посмотреть, в каком состоянии наш якорь. Может, почистить его, может, еще что-то. Все равно ревизию надо сделать. Все, вот он с этой стороны свободный. Теперь начинаем откручивать электрику от механики. То вот 4 болта надо открутить нам. Все, открутил я вот 4 шурупа. Теперь берем и просто вот его таким движением отсоединяем. И вытаскиваем наш якорь. И вот он, статор. Смотрим, тут резиночка специальная стоит. Подшипник. Ну ладно, мы не, в общем, не про якорь, а про статор. Берем наш воздухозаборник статора. Он же заодно и защита его. Убираем. И смотрим наш статор. Ну, визуально, вроде не подгоревший. Поджогов никаких нет, но это еще ни о чем не говорит. И вот теперь как нам его достать?
Вот нам нужно раскрутить вот эти два болта шурупа. Крутим рукой. Ну и все, в принципе. Все мы открутим. Он просто на сжимание как бы. Ну вот он, в принципе, вот эту часть он поджимает. Шуруп, болт. Ну и все. Берем его и достаем. Он не хочет доставаться. Немножко надо постучать. Все. Таким вот движением постучали. Если что, можно кияночкой какой-нибудь постучать, и он как бы на вибрацию вот пошел. То есть вот по корпусу. Все, достался. Все, вот он наш статор. И будем его сейчас прозванивать. Посмотрим корпус. Ну а что-то смотреть, тут его просто продуть немножко. Ну ладно. Вот они контакты обмоток. То есть тут две обмотки. Мультиметр на сопротивление 200 Ом. И начинаем прозванивать. Сопротивление должно быть одинаково. Если контакт плохой, можно немножко даже зачистить. На обмоточка 5. Ну 4,9. И вот вторая обмоточка. Вот 4,9. Видели? Все, показания одинаковые. Это говорит о том, что обмотки, сопротивление одинаковое, он исправен. Но еще это не все. Теперь нам нужно прозвонить на корпус. То есть между собой еще вот прозвоним сейчас. Ставим на 2000 килоом. То есть вот он. Сопротивление большое. Вот, то есть обмотки не должны между собой прозваниваться. Ну, естественно, это коротко замкнутые витки. То есть короткое замыкание между обмотками. Ну, то есть это вот я проверил. Это можно вот и с одной. То есть, видите, никакого контакта нет. И вот каждую обмоточку вот проверяем на корпус. Видите, ничего не происходит. Вывод. Наш статор исправен. То есть все в порядке. Ставим все обратно. Вот он.